есть коробочка, я это называю коробочкой. Там есть нейрончики, аксончики, там есть какие-то... Мы бухнули, мы кайфуем, мы там чем-то, мы кайфуем. Игры то же самое. Привет, гриндята! Вы на канале Стример, а я Вовка Петрожицкий. В 2023 году перезапуск Lord of the Fallen доказал всему игровому сообществу, что серия жива и готова покорять новые вершины. Несмотря на технические огрехи, которые встретили нас на релизе игры, она привлекла миллионы фанатов мрачного фэнтези и механики второго измерения. И вот в 2025 году студия Hexworks и издателя CI Games официально подтвердили, что сиквел уже в разработке. Релиз намечен на 2026 год. И похоже, это будет самый амбициозный проект в истории компании. В видео есть более точный слив офф релиза, и поэтому обязательно смотри видео до конца, чтобы не упустить важную информацию. Но главные новости вертятся не вокруг даты. Пока вы ждете возвращения в мир живых и мертвых, индустрию сколыхнули подробности о том, на какой площадке мы будем вынуждены играть. Epic Games заключили с CI Games контракт на эксклюзивное издание игры на ПК на своей площадке. По условиям сделки Epic получили права на распространение игры на протяжении всего ее жизненного цикла. Это значит, что игру можно будет приобрести только в Epic Games Store. Вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем это разработчикам? Но ответ лежит на поверхности. Полная финансовая поддержка от эпиков. Они фактически выступают главным инвестором проекта, что позволяет Hexworks сосредоточиться на качественной разработке своего продукта, не боясь за провал на маркетинговом поле боя. Правда, для фанатов Steam это стало холодным душем, который пробрал их до мурашек. Но недавно поползли слухи, что CI Games ищут способ вернуть проект на платформу Valve в будущем через выкуп прав. Обо всем этом и о том, что известно о проекте на данный момент, мы разберемся в этом ролике. А перед началом ролика я попрошу поставить вас лайком авансом и приятного вам просмотра. И начать я бы хотел с главных инсайдов и скандалов, что витают в медиаполе. Ведь на самом деле не все так гладко в королевстве Мордстед. Вокруг разработки Lord of the Fallen 2 уже вовсю роятся слухи и не самые приятные инсайды. И один из них это слив даты — август 2026 года. Но на самом деле пока не ясна реальность это или попытки поднять шумиху вокруг проекта. Данный слив выскочил из финансовых отчетов и утечек портфолио бывших сотрудников Hexworks. В одном из документов промелькнула эта дата. Но стоит ли в это верить? Да, с одной стороны, CI Games славятся умением затягивать сроки выхода их игр. Но с другой, жесткий контракт с Epic Games диктует свои правила, что может указать на соблюдение жестких договоренностей. Издателю критически важно попасть в окно, когда на горизонте нет крупных релизов от From Software, главного конкурента студии. Однако, учитывая все подводные камни движка Unreal Engine 5, я бы ставил на то, что август — это оптимистичный дедлайн для мотивации сотрудников. И перенос на конец года более чем возможный исход. Ну, конечно же, главный гром среди ясного неба — это та самая сделка с Epic Games. Забудьте про одновременный релиз везде и сразу. Издатель CI Games официально подтвердил, на ПК игра станет полным эксклюзивом для Epic Games Store на весь жизненный цикл проекта. Почему издатель пошел на такой риск? Зная, как фанаты Souls-лайков любят свои библиотеки в Steam. Ответ, как всегда, кроется во власти пиджаков. Согласно финансовым отчетам, Epic Games не просто купила временную эксклюзивность, они фактически взяли на себя роль соиздателя, что означает огромное вливание кэша еще на стадии разработки. Для студии Hexworks это золотой билет. Они получают доступ к топовым технологиям Unreal Engine 5 и огромный маркетинговый бюджет, который не снился в первой части. Но есть и обратная сторона. В сети уже полыхают обсуждения, не станет ли это решение фатальным для онлайна. Ведь мультиплеер и кооператив в первой части были сердцем игры. Смогут ли эпики обеспечить стабильный коннект и достаточный онлайн для сражений в мире Umbral? Или Lord of the Fallen 2 станет красивой, но одинокой витриной для магазина Тима Суини? И это сейчас главный вопрос сообщества.
проблема. На данный момент это самая больная тема. Эксклюзивность в Epic Games Store — это не просто строчка в контракте. Это настоящая война интересов. Инсайдеры шепчутся, что внутри CI Games не все в восторге от этого решения. Почему? Потому что первая часть сделала основную кассу именно в Steam. Есть теория о том, что издатель оставил себе лазейку для возможности выхода на другие площадки. В юридических документах фигурирует формулировка об эксклюзивности на весь жизненный цикл. Но эксперты рынка указывают на прецедент. Если продажи в EGS не оправдают ожиданий, мы можем увидеть внезапное возвращение в магазин Гейба, ориентировочно через год. CI Games сейчас сидит на двух стульях. Они взяли деньги у Тима Суини, чтобы доделать игру, но панически боятся потерять многомиллионную аудиторию в Steam. Давайте немного отдохнем от этих сплетен и поговорим о прекрасном. А именно о том, что нас ждет в этой игре. Забудьте все, что вы знали о героизме Ариаса. 100 лет в Морнстеде — это не просто срок, это приговор. Мы возвращаемся в мир, где Умбрал перестал быть чужеродной угрозой и стал частью повседневности. Представьте величественные соборы, которые мы защищали в первой части. Они теперь задушены костяными лозами, а их залы патрулируют существа, для которых человеческая плоть лишь ресурс. Это эпоха высокого упадка. Здесь магия перемешалась с гнилью, а выжившие строят свои дома на руинах богов, имен которых они даже не помнят. Hexworks готовят нам не просто сиквел, а настоящую экскурсию в монументальный кошмар, где каждый кирпич кричит о том, что время людей безвозвратно ушло. За это время политическая карта Морнстеда и его окрестностей превратилась в руины, а само человечество адаптировалось к постоянному присутствию тени Умбрала. Мы увидим не просто знакомые локации, а их пугающую эволюцию. Представьте знакомые замки, которые не просто разрушены, а проросли костяными наростами. Синие цветы и призрачные тени стали частью городского пейзажа. Природа и магия за век успели переплестись в нечто еще более уродливое и опасное. Нас ждет эпоха упадка, где надежда — это дефицитный ресурс, а старые боги стали лишь пугающими на ночь сказками. В первой части была надежда остановить воскресшего бога. Здесь же мы археологи среди руин, где каждая локация должна рассказывать историю. Здесь была великая битва, но теперь здесь только плесень и тишина. Умбрал теперь может влиять на ландшафт в реальном времени. Если раньше мы просто переходили в другой мир, то теперь мир мертвых может прорваться в наш прямо во время боя, меняя арену до неузнаваемости. Ожидаются еще более вертикальные локации, города, уходящие глубоко под землю или взбирающиеся на отвесные скалы, чтобы быть подальше от ядовитых туманов, скопившихся в низинах за век. Главная фишка серии — механика двух параллельных миров — Аксион и Умбрал. И она, конечно же, останется в игре, но уже в более прокачанной форме. Разработчики из Hexworks намекнули: взаимодействие между миром живых и мертвых станет более иммерсивным механизмом. Если раньше Умбрал был в основном инструментом для примитивного платформинга и поиска секретов, то теперь грань между реальностями станет намного тоньше. Ожидайте более сложные пространственные головоломки и врагов, которые смогут преследовать вас, буквально разрывая границы миров. Весь мир будет бесшовным. Именно эта бесшовность и станет фундаментом для нового уровня вертикального геймплея. Представь, ты стоишь на краю обрыва в Аксиоме и впереди тупик, но стоит поднять лампу, как из тумана Умбрала появляется колоссальный хребет древнего существа, который в мире мертвых служит мостом. Ты ступаешь на него, и мир вокруг начинает искажаться. Звуки затихают, цвета выцветают, а геометрия пространства удлиняется. Но теперь это не просто безопасный переход. Разработчики внедряют систему умбральных хищников. Это элитные враги, которые не просто стоят на месте, а патрулируют границы реальностей. Если ты слишком часто светишь лампой или задерживаешься в переходе, они замечают твой свет из той стороны и начинают воровать куски реальности Аксиома, чтобы добраться до тебя. Это создает постоянное чувство паранойи. Ты никогда не знаешь, смотришь
смотрит ли на тебя кто-то из пустоты прямо сейчас. Более того, взаимодействие с объектами станет двухсторонним. Теперь можно будет вытягивать элементы Умбрелла в мир живых на постоянной основе, чтобы заблокировать проход последователям или создать ловушку для босса. Чтобы осушить озеро в Аксиоме, тебе возможно придется найти его отражение и физически разрушить там плотину из душ, чтобы мгновенно изменить ландшафт в обоих мирах. Это превращает игру из обычного экшена в настоящий пространственный триллер. Умбрелл в новой игре — это не просто план Б после смерти. Это агрессивная живая материя, которая пытается поглотить Мордстред. И судя по всему, в этот раз у нее гораздо больше шансов на успех, чем 100 лет назад. Ко всему прочему, есть старая инсайдерская информация о том, что в начале 2024 года издатель CI Games зарегистрировал торговую марку Death of the Fallen. И это не просто пафосный подзаголовок. Если первая часть была про лордов, то здесь акцент явно смещается на саму смерть. В фанатском сообществе давно строят теории. Возможно, в этот раз нам дадут роль не классического рыцаря-освободителя, а некого жнеца или сущности, существующей на стыке жизни и смерти. Само название «Смерть павших» намекает на окончательное разрушение цикла перерождений, вокруг которого строится лор оригинала. Мы больше не спасаем мир. Возможно, мы ставим в его истории жирную точку. Поговорим о технической составляющей. Если первая часть была знакомством с Unreal Engine 5, то сиквел обещает стать настоящей витриной Next Gen. Ведь разработчики из Hexworks обещают выжать из него максимум. Чего нам ждать на PS и на Xbox Series X? Во-первых, это продвинутая система освещения Lumen. Забудьте о плоских тенях в мире, где свет вашей лампы является единственным спасением. Динамические тени и отражения создадут запредельный уровень погружения. Во-вторых, технология Nanite позволит отрисовывать безумное количество деталей на готических соборах и в гротах Умбрелла, без потери производительности. Мы увидим честные 4К и надеемся на стабильные 60 кадров, о которых так просили на релизе оригинала. Ко всему прочему, издатель CI Games прямо заявил, они хотят сделать игру коммерчески привлекательнее. Что это значит на языке геймдева? Разработчики услышали плач фанатов по поводу зубодробительной сложности и неоднозначного спавна врагов. В сиквеле появятся гибкие режимы сложности. Нет, игру не превратят в прогулку по парку, но порог вхождения станет помягче. Вероятно, нас ждет расширенная настройка чекпоинтов и кастомизация сложности отдельных аспектов игры, как это было реализовано в последних хитах жанра. Что касается самого Махача, готовьтесь к жестким сценам в стиле Doom. В сеть утекли данные о новой системе динамического расчленения. Теперь удары тяжелым мечом будут физически ощутимее, броня будет лопаться, а конечности отлетать в зависимости от угла удара, что сделает боевую систему еще более живой. Также в игре появятся добивания, как в том же Думе, что можно лицезреть в недавно вышедшем геймплейном ролике, но лично я из полета конечностей лицезрел только полет головешек. Еще один козырь игры — это гибкость настройки билдов. Ходят слухи, что мы сможем менять стили боя буквально на лету, не заходя в окна персонажа. Это добавит игре динамики. Вы сможете начать бой как тяжелый рыцарь, а при необходимости продолжить как маг, подстраиваясь под все фазы босса в реальном времени. Система прокачки станет менее линейной, позволяя создавать по-настоящему гибридных персонажей без штрафов к характеристикам. И вишенка на торте — то, чего все ждали от первой части, но получили лишь наполовину. В сиквеле Lord of the Fallen кооператив перестает быть просто приятным дополнением. Он становится полноценным режимом для прохождения основной кампании игры. И это главная новость, которая заставит вас перепроходить игру снова и снова. Да, в игре наконец-то появится общий прогресс. Вспомните, как это работало раньше. Вы помогаете другу убить сложного босса, возвращаетесь в свой мир, а там этот же босс стоит целехонький, как ни в чем не бывало. Обидно?
Не то слово. В продолжении все будет работать иначе. Теперь прогресс сохраняется у обоих игроков одновременно. Собрали лут, он остается у обоих. Открыли сюжетный шорткат, он будет открыт у обоих. Это превращает игру в полноценное приключение на двоих. От начала и до самых титров. Без необходимости чистить одну и ту же локацию дважды. Как это изменит геймплей? Во-первых, реиграбельность взлетит до небес. Исследовать запутанные лабиринты Умбрелла в паре с другом, зная, что вы оба двигаетесь по сюжету, это совсем другой уровень мотивации. Во-вторых, боссы. Разработчики намекают на динамическое скалирование сложности. Если вы вдвоем, босс не просто получит больше здоровья, он может изменить паттерн атак, чтобы разделять вас или заставлять одного игрока отвлекать внимание, пока второй ищет уязвимость в мире мертвых. Кооператив станет тактическим инструментом, а не просто способом закликать врага толпой. Похоже, Hexworks метят звание лучшего Souls-лайка в кооперативе. И честно говоря, с такой системой прогресса у них есть все шансы подвинуть даже гигантов индустрии. Подведем черту. Lord of the Fallen 2, или как возможно его будут звать на релизе, Death of the Fallen, выглядит как работа над ошибками. У разработчиков есть все. Мощный движок, огромный бюджет от Epic Games и, что самое важное, понимание того, что именно не понравилось игрокам в первой части. Станет ли она той самой убийцей Elden Ring? Скорее всего нет. Но игре это и не нужно. У серии имеется свой уникальный путь. Это тягучий, почти осязаемый мрак, уникальные механики, а теперь еще и адекватно работающий кооператив. Если Hexworks справится с оптимизацией на релизе и не перемудрят с коммерческой доступностью, в 2026 мы получим один из самых интересных и красивых соус-лайков. Да, эксклюзивность для Epic Store — это горькая пилюля. Но если это цена за то, чтобы игра вышла масштабной и допиленной, возможно, ее стоит проглотить. А мне интересно ваше мнение, что для вас станет решающим фактором того, чтобы нажать на кнопку «Купить»? Новая система расчленения и гибкие билды, или возможность наконец-то пройти игру с другом от начала и до конца, без костылей? А может, вы принципиально будете ждать релиза в Steam? Сколько бы лет это не заняло? Пишите свои теории по поводу названия Death of the Fallen. Будет ли это финал серии? И не забывайте ставить лайк. Если ждете игру так же, как и я, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разборы. И помните, смерть — это только начало. До встречи в Умбрелле. Всем пока!